Если были какие-то опасения по поводу того, что печатать по одной этикетке – это кошмар, на фабрике это не прокатит, ну реально вот мы на фабрике, это не то, что будет замедлять процесс. У меня с самого начала была какая-то тактика, я ее придерживался. С опытом приходит новая практика. Мы в Иране, приехали мы сюда для того, чтобы помочь нашему клиенту разобраться с маркировкой молочной продукции. Часть молочной продукции, которая делается на этом заводе, поставляется на российский рынок, и по новому законодательству она должна быть маркирована. Чтобы не ввязываться в долгую разработку и не тратить свои силы и силы своих сотрудников на то, что занимает небольшой процент деятельности этой крупной молочной компании, они обратились к нам для того, чтобы мы предоставили решение по маркировке молочной продукции. Мы летим в Иран. See my ID? No need, sir. Like to be anyone? No, you couldn't, sir. Мы выезжаем на завод, посмотрим, как будет маркироваться продукция. Компания Sabah Industrial Group – это один из крупнейших производителей молочной продукции и в целом продукты питания не только в Иране, а в территории Ближнего Востока. То есть это огромный холдинг, включает в себя более 28 разных предприятий, заводов. К нам обратился новый клиент с задачей внедрения маркировки молочной продукции на производстве в Иране. На момент обращения у клиента в России не было никаких систем для работы с маркировкой. Сам же завод уже был полностью автоматизирован на нанесение кодов маркировки. Ну, мы тоже как участник рынка, ну, как остальные участники, через средства массовой информации узнали о том, что будет обязательная маркировка молочной продукции. Это начинается с 1 июня, соответственно. И мы тоже очень переживали, мы не знали, что делать. Тем более наш вопрос касается импорта, и это немножко сложнее, чем производство в территории Российской Федерации. Соответственно, очень много искали, очень много обсуждали этот вопрос, какие у нас возможности, с кем можем сотрудничать. Выслушав клиента, было подобрано несколько решений. Это учетная система 1С ERP, так как это крупное предприятие и производство. А для работы с маркировкой было предложено решение в виде мобильного терминала сбора данных и программного обеспечения Cleverance. Мы начинали работу почти 2 года назад, но чуть-чуть больше. Сначала начинали анализ рынка и дальше планирование, каким образом мы будем выходить на рынок. Но серьезные поставки наши начались уже в конце 2020 года. В первом квартале 2021 года ежемесячно поставили именно один вид продукта, который мы начинали как разработать. Это были наши творожные сыры 1,5 килограммовые. Ежемесячно мы поставили почти 12 вагонов. Из дополнительных пожеланий у клиента была мобильность. Его учетная система должна была быть в доступе в любое время из любой точки мира. Поэтому было принято решение разместить 1С в облаке с возможностью доступа в любой момент времени. Соответственно, клиент очень часто ездит в командировки непосредственно в Иран и без проблем может к ней подключаться, заказывать коды маркировки и видеть полностью всю отчетность, которая ему необходима. В компанию Sabah входит не только молочное производство, но и весь цикл упаковочный и логистический. А также есть подразделение, которое занимается выращиванием фруктов и овощей, то есть достаточно большая компания. Но мы сегодня будем заниматься маркировкой молочной продукции, которая будет поставляться в Россию. Это сыр в фасовках по 1,5 килограмма, и посмотрим, как это будет работать. Здесь находятся резервуары с молоком, водой и всем, что необходимо для производства сыра. Дальше, после подготовки, оно переходит сюда. Эта линия обеззараживает продукцию ультрафиолетом.
у нас сепаратор, в котором отделяется сыворотка от молочной массы, то есть делается густая продукция. И уже здесь мы видим практически готовый сыр. В конце линии будет установлено оборудование для печати кодов. Сейчас линия по печати кодов настраивается, и мы, к сожалению, не можем посмотреть, как это будет выглядеть, но у нас есть готовые материалы для того, чтобы обучить сотрудников работать с нашим программным обеспечением и делать агрегацию готовой молочной продукции для поставки в Россию. В Россию будет поставляться сыр вот в такой вот упаковке, но, к сожалению, сейчас линия по маркировке находится на этапе внедрения и тестирования, поэтому у нас для обучения будет использоваться не готовая упаковка, а напечатанные крышки с уже готовым дата-матриксом. И именно их мы будем сканировать и показывать на них, как надо проводить агрегацию с помощью терминала сбора данных и программного обеспечения склад 15 молоко. Бизнес-процессы клиента были выстроены следующим образом. Со своего рабочего компьютера он запускает 1С, который находится в облаке, подключается при помощи электронной цифровой подписи к личному кабинету честного знака, производит заказ кодов маркировки. После того, как он их заказал, они выгружаются ему в учетную систему. Дальше он их передает на производство. Производство коды маркировки распечатывает и производит нанесение кодов на продукцию. После этого при помощи терминала сбора данных и ПО Cleverance сотрудники проверяют коды маркировки на их считываемость. Далее производят процесс агрегации и передают эту информацию обратно в учетную систему. Из учетной системы передаем информацию в честный знак о нанесении кодов маркировки и дальше делаем процедуру ввода в оборот. В дальнейшем агрегированная продукция будет поступать в дочернюю компанию в России и распределяться среди ее партнеров для дальнейшей реализации. Для этого нужно безошибочно, грамотно промаркировать ее здесь, проверить правильность маркировки. В этом нам помогает агрегация, потому что при агрегации мы проверяем, сканируем каждый код маркировки, соответственно, проверяем его на читаемость. И дальнейших неприятных сюрпризов, когда нанесенный код может не считаться на кассе или что-то подобное, мы уже не ожидаем. Решение было выбрано на перспективу за счет того, что в 2023 году, в декабре, клиенту предстоит немножко усложнить свой бизнес-процесс. Появляется помарочный учет продукции со сроком годности свыше 40 дней. И решение Cleverance уже готово к этому процессу, так как имеет функционал агрегации, что поможет сократить процессы внесения кодов маркировки в УПД и в таможенную декларацию. Я думаю, что маркировка, конечно, это с первый взгляд, конечно, как барьер могут многие считать, но в целом, если долгосрочно это посмотреть, то это хорошо. Почему? Потому что уходит из рынка то фальшивые, то есть не настоящие продукции, которые есть на рынок, которые, может, контрабанд, может, какие-то не настоящие продукты. Это уходит, соответственно, из рынка, и более честные производители могут поставлять свои продукции. То есть, может, на какое-то время создают какие-то сложности, но в целом я считаю, что со временем это для производителей, для поставщиков это даже позитивная, то есть, маркировка. Да, первый бит, ребята молодцы, спасибо большое за помощь. Вас тоже благодарю за то, что приехали в Иран, посетили мою страну. Я думаю, что у нас все хорошо, я очень доволен. Я считаю, что в дальнейшем мы можем более как-то плодотворно сотрудничать, расширить наше сотрудничество. Спасибо большое.